Привет, друзья! Хочу вам рассказать сегодня о плюсах и минусах жизни в Кисловодске. Во-первых, это курортный город с атмосферой вечного праздника. Здесь относительно невысокие цены на продукты. Ну, я сравниваю с Москвой. Хотя вот, например, цены на недвижимость в Кисловодске такие же, как в Москве, и даже уже и выше. Здесь очень развита индустрия красоты. Цены в салонах красоты гораздо ниже московских, качество такое же. Очень высокий уровень у мастеров и большой ассортимент услуг. Здесь есть все новинки косметологии, ну, абсолютно все можно найти в городе. Качественные продукты, мясо-молочная продукция здесь от местных производителей, свежие фермерские продукты, овощи, фрукты. Ну, много местных кавказских специалитетов. Это чай из высокогорных трав, там, грузинский лаваш, хычины. Это местные лепешки с разными начинками, очень вкусные. То есть сыр сулугуни, там, ну и так далее. Маленькие расстояния в городе, можно пользоваться дешевым Яндекс Такси, все вопросы можно решить за час, там, от банка до почты и так далее. Кроме того, весь город покрыт маршрутками, на которых можно добраться абсолютно в любую точку города. Ну, не сказать, что они ходят так уж прям регулярно, но, в принципе, пользоваться можно. Культурная жизнь здесь тоже есть. Например, можно пойти в местную филармонию, послушать симфонический оркестр или оперу, или мюзикл, или оперетту. Ну, то есть выбор есть. Есть несколько музеев в городе, исторический, там, про жизнь в городе очень интересно, кстати, с ребенком сходить. Есть музей-усадьба художника Ярошенко с аптекарским огородом. Там очень мило, особенно весной, когда деревья цветут. Это очень красиво. Экспозиция там не меняется, но иногда бывает, что у них там проходят культурные мероприятия. Конечно, Кисловодский парк– это особенная гордость местных, ну и понятно почему. Самый большой парк в Европе, он действительно очень красив, причем в любое время года. Даже вот людям, которые равнодушны к природе, он на них тоже производит впечатление, я имею в виду себя. У парка несколько уровней. Он начинается внизу на Нарзанной галерее, где всегда много народу, там куча кафе, ресторанов, и заканчивается он далеко в горах, в глухих, но очень красивых местах. В общем, что хорошо в парке? Очень много возможностей. От настоящего трекинга, хайкинга до просто гламурных кафешек. Есть спортивные площадки, скалы, пещеры, долина роз, есть канатная дорога, обзорные площадки с видом на Эльбрус. Ну, в общем, очень разные возможности проводить время именно вот так, как нравится вам. Здоровый образ жизни. В городе всегда очень много спортсменов, которые начинают свой день очень рано. Они начинают бегать с раннего утра, они бегут в парк, бегают по парку, потом бегут домой. И когда ты выходишь на улицу, такое впечатление, что весь город бежит. Ну, волей-неволей тоже хочется побежать. То есть здоровый образ жизни здесь очень заразительный. Милые кафешки, аутентичные рестораны, с едой здесь вообще нет проблем. Ну, единственный не то чтобы минус, но, скажем так, все кафе, рестораны, они сосредоточены в центре, а вот в жилых районах их почти нет. То есть есть целые жилые массивы, где, ну, совершенно нет кафе, ну, так, с магазинами. Магазин еще можно найти, но кафе нет. До Стамбула здесь всего 1,5 часа, недорогие билеты. Ну, Стамбул, понятно, это возможности для бизнеса, там, для путешествий и так далее. Шопинг. Здесь очень много магазинов, опять же, близость к Стамбулу, с турецкими модными вещами, ну, типа брендов. Много китайских, корейских вещей, самых модных. Просто эти точки в городе, они не очень очевидны. Но если их найти в Инстаграме или напишите мне, я вам подскажу. Здесь можно очень круто одеться. Образование для детей здесь хорошие школы. Ребенок ходит во вторую школу. Это лучшая школа в городе. Мы очень довольны. Здесь прекрасные учителя, хороший, очень высокий уровень образования. Ну, жаловаться, ну, просто вот, ну, не на что. Есть есть в городе балетная школа, музыкальная школа. Ну, в общем, развивать детей здесь проблем нет. Теперь о минусах. Здесь очень специфический менталитет. Люди очень консервативные, но не молодежь.
Молодежь здесь продвинутая, как, в принципе, и в других городах. Но я говорю о тех, кому за 40. Ну, за 50 это вообще кошмар, все очень местечково, очень консервативно. Я не хочу ничего нового, все пусть будет вот так, как было. Экскурсионные компании здесь годами продают одни и те же туры, годами вещают одно и то же. Ну, сделайте вы формат более современным, но нет. Вот все как было 40 лет назад, так вот и сейчас. Только единственное, вот цены растут на экскурсии в горы. Но контент у них остается 80-х, он неизменный. Но это странно, но вот так. То есть никаких трендов туристических здесь, никаких маркетинговых ходов, там каких-то фишек, знаете, ничего такого нет. Вот годами вот все вот так вот, как вот, ну вот как есть, пусть так и будет. Поверьте мне, есть чем сравнить. Здесь главный принцип «и так сойдет». Ну, люди же покупают экскурсии, покупают, ну и ладно. Ну, в городе в самом, конечно, небольшое количество развлечений, такой слабый выбор. В общем-то, есть, конечно, места, куда пойти, ну, ограничено, скажем так. Для каникул двухнедельных нормально, но вот если жить здесь, уже так не хватает. Здесь очень большой налет совковости. Например, вот Кисловодская газета до сих пор использует язык партийных съездов 80-х. По формату тоже напоминает те времена. Вот от заголовков до стиля назад в СССР. В общем, это даже мило, конечно. Можно покупать эту газету и смотреть на нее нам, журналистам, вот как не надо работать. Вот такие заголовки. Страшный сон редактора. Вот. В поликлинике на вас могут наорать, как вот прям во времена моего советского прошлого. То есть, если вам вот хочется вспомнить, как это было в совке, вот сходите, например, в курортную поликлинику и задайте вопрос в регистратуре. Такой, знаете, можно устроить себе своеобразный квест бесплатный, прямо по таким вот совковым местам. Ну, слава богу, здесь не везде так. Ну, вот можно найти вот такие вкрапления. То, что в Москве, например, мы просто такого там нигде не встретишь. Здесь очень высокие цены на недвижимость. При этом очень трудно найти квартиру с современным дизайном. Потому что в основном дома здесь старый фонд, новостроек мало, но внутри, вот даже в квартирах после ремонта сохраняется этот бабушка-стайл. Таксисты – это отдельная головная боль. Например, ехать по трассе в дождь с пассажирами и смотреть кино вот на таком экране рядом, у них это нормально. Водители маршруток в Кисловодске – это отдельная каста. Они живут по своим законам. Там не нахамил, не пацан. Пацаны не извиняются. Видели много и пьяных водителей на рейсе, и тоже так же с фильмами. Ну, представляете, водитель маршрутки, здесь маленький город, довольно крутые повороты, и вот он едет и смотрит видео на большом экране, еще какой-нибудь триллер такой, где там, или экшен. Или, например, закрывает дверь перед носом старенькой бабушки, которая чуть ли не падает. Ну, водитель на это не обращает никакого внимания. Это мелочи. Ну, вот это основные плюсы и минусы, я так очень поверхностно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях, я сделаю отдельные видео. В принципе, я планирую сделать целую серию видео про Кисловодск. Это только начало, так сказать, для разбега. Плюсы и минусы. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и буду рада новым встречам. Пока-пока.